Приветствую вас на канале Книги, Истории, Факты. В этом видео я хочу рассказать 15 неразгаданных тайн мира, которые вы узнаете впервые. Прошу поставить лайк сейчас до просмотра видео, это очень важно для нас. Вы всегда сможете его убрать, если видео вам не понравится. Начнем. 1. На Марсе обнаружили странное образование. На 3786 марсианский день своего пребывания на соседней планете марсоход Curiosity сфотографировал объект, невероятно похожий на ребра скелета то ли рыбы, то ли морского животного, а то ли даже и сухопутного. Удивительный снимок отыскала женщина, астробиолог Наталья Кабрал. Выложив его в соцсети, она написала: «Это самая удивительная скала из тех, что я видела за 20 лет исследований Марса». Пост исследовательницы привлек огромное внимание и набрал 1,3 миллиона просмотров. Большинство пользователей сети посчитали находку свидетельством былой жизни на Марсе и сошлись во мнении, что из грунта торчат ребра какого-то скелета, ветер их обнажил. А скептики припомнили снимки того же Curiosity, на которых были видны схожие объекты, и утверждают, что это результат выветривания. А как считаете вы, что это? 2. Индейский миф о загадочном существе и его страшном оружии. У индейцев из племени Каяпа, затерявшимся в верховьях Амазонки, существует миф, согласно которому к людям с гор спустилось странное разумное существо. Самое интересное в этой легенде – подробные детали. Однажды в горах Паукатати вдруг раздался страшный грохот, а потом оттуда пришел загадочный Беб-Карароти. На нем были странные одежды, покрывавшие его с головы до ног. В своей руке он держал коп, страшное оружие, поражающее молнией. Все жители деревни в страхе спрятались в лесу, и до сих пор индейцы в общих чертах помнят, как выглядело это существо. Между прочим, смахивает на комбинезон биологической защиты. Здесь следует сделать небольшое отступление. Вообще в мифотворчестве индейцев различные сочетания грома и молнии не такое уж и редкое явление. И в таких индейских мифах речь, главным образом, идет о знакомых всем нам наблюдаемых природных явлениях. Например, описание грома и молнии звучит так. Громовая птица производит гром, хлопая крыльями, или гром есть огромный человек, живет на горе, питается китами. Взлетает, надев маску птицы и крылья, покрыв тело перьями и опоясавшись рыбой молнией и тому подобное. Вернемся к мифу племени Каяпа. Что же произошло дальше? Мужчины из племени Каяпа решили прогнать незваное существо. Мужчины племени все же собрались с духом и вышли из укрытий. Они попытались защитить женщин и детей и прогнать страшного чужака. Но их копья и стрелы ломались, попадая в очень прочную одежду незнакомца. Здесь нужно подчеркнуть, что в отличие от описаний мифологических персонажей с перьями и чешуей, миф конкретно повествует о деталях именно одежды. То есть сомнений в том, что перед индейцами предстал хоть и очень странный, но человек, бог в образе человека, практически нет. К тому же, как оказалось, он был необычайно могущественный. Тогда Беб-Карароти направил свое оружие поочередно на дерево и камень и уничтожил их без следа. После такой демонстрации силы индейцы поняли, что они ничего не смогут сделать, и смирились со странным чужаком. Племя признало Беб-Карароти своим правителем. Тем более, что вскоре выяснилось, что новый вождь очень умный и справедливый, очень похоже на очередного бога-цивилизатора, как это уже было описано в древнеегипетских и шумерских мифах. В мифе есть еще одна любопытная деталь – летающий дом этого существа. С небес донесся грохот, сотрясший все вокруг. На землю опустилось нечто, похожее на дом, и Беб-Карароти скрылся в нем. Небеса полыхнули огнем, гигантское облако дыма окутало землю, прогремел жуткий раскат грома. Начавшееся землетрясение вырывало кусты и деревья с корнями. Дикие звери в страхе разбежались, надолго покинув родные места, как-то на обычную птицу не сильно похоже. А вот на старт ракеты? 3.
В марсианском небе замечен загадочный объект в форме сигары. В 2014 году марсоход NASA Curiosity снял серию изображений, на которых видна необъяснимая воздушная аномалия в марсианской атмосфере. Объект сигарообразной формы с одинаковой шириной и закругленными концами. Эти изображения вновь стали предметом обсуждения среди исследователей. Что делает это наблюдение особенно поразительным, так это четкость изображения. По словам уфологов, звезды на заднем плане остаются четкими и неразмытыми, что исключает возможность размытия из-за движения или артефактов, связанных с длительной выдержкой. Объект появляется на 5 отдельных кадрах в течение 8 минут, что позволяет предположить, что он двигался относительно медленно. Такое поведение не характерно для метеорита, входящего в атмосферу. Кроме того, отсутствие огненного хвоста, который обычно виден при входе в атмосферу, затрудняет идентификацию объекта. Вместо того, чтобы выглядеть как естественный космический объект, аномалия поразительно напоминает продолговатый предмет неизвестного происхождения. Находился ли он за пределами марсианского горизонта или был связан с поверхностью на некотором расстоянии, неизвестно. Но его размеры говорят о том, что это нечто гораздо более крупное, чем обычный космический мусор. Хотя НАСА официально не прокомментировала эту конкретную аномалию, эти снимки пополняют каталог необъяснимых явлений, наблюдаемых на Марсе. 4. Кельтский камень – тайна древних, не дающая покоя современным ученым. Кельтский камень – это загадочный предмет, обладающий необычными динамическими свойствами. Был впервые обнаружен в древних гробницах на территории Западной Европы, датируемых I веком. Он представляет собой волчок, который при вращении в определенную сторону способен изменить направление своего вращения. При этом некоторое время он вращается с уменьшением угловой скорости и увеличением колебаний, а потом начинает вращаться в обратную сторону. Бывают кельтские камни иного типа, когда их можно раскручивать в любую сторону. При этом такие камни некоторое время вращаются, потом останавливаются, сильно раскачиваясь, закручиваются в другую сторону, а затем снова меняют направление вращения на исходное. Все это напоминает известный эффект Джанибекова. Особенностью механического строения кельтского камня являются разные направления минимальной центральной оси инерции и продольной геометрической оси. Нижняя поверхность кельтского камня – сегмент обычного эллипсоида. Верхняя поверхность, как правило, плоскость. Необычные свойства волчку придает небольшой поворот в горизонтальной плоскости оси симметрии массы относительно оси симметрии эллипсоида опорной поверхности. Этого поворота добиваются либо наклоном поверхности верхней плоскости, либо добавлением смещенной массы. Во вращении волчок будет предпочитать то направление, в котором смещена ось симметрии массы. Кельтский камень – это загадочный предмет, который до сих пор вызывает интерес у ученых и любителей физики. Его необычные свойства связаны с особенностями механического строения и изменением центра масс при вращении. Несмотря на то, что первые научные исследования были проведены еще в конце XIX века, до сих пор этот предмет остается загадкой. 5. В Англии обнаружили колоссальный череп плеозавра. В английском графстве Дорсет из скал так называемого Юрского побережья был извлечен гигантский череп морского чудовища. Несмотря на колоссальные размеры и угрожающий вид, мифическим этот монстр не был. Череп принадлежал крупнейшему морскому хищнику, плеозавру, который был грозой океанов порядка 150 миллионов лет назад. Найденная окаменелость достигает в длину 2 метров и является одним из наиболее хорошо сохранившихся образцов вымершей рептилии. В результате ученые получат новые данные об этом древнем хищнике. Длина черепа превышает рост большинства людей, что дает неплохое представление о том, насколько большой была эта рептилия при жизни.
Невозможно оторвать взгляд от 130 прекрасно сохранившихся зубов, особенно передних. Длинные и острые, как бритва, они могли убить жертву одним лишь щелчком челюстей. Можно сказать, что природа создала в плеозавре идеальную машину для убийства, при длине в 10-12 метров 4 мощные, похожие на ласты конечности, помогали ему передвигаться с немалой скоростью. Это был самый смертоносный хищник океана юрского периода. 6. Тайна каменных статуй в Колумбии. Каменные статуи в Колумбии, которые представляют больше 500 изваяний, разместились на территории в 250 квадратных миль в Сан-Августине. Кто и зачем их создал, до сих пор остается загадкой. В частности, кто были люди, которые проживали здесь, откуда они взялись, и зачем они оставили после себя такое количество необычных каменных изваяний, которые были столь умело вырезаны из камня. Ни на один из этих вопросов у ученых нет точного ответа. Исследователи предполагают, что неизвестная народность поселилась в холмистой местности на берегу реки Магдалена в начале 3300 года до нашей эры. Эти предки неизвестного народа вырезали более 500 монолитных статуй, саркофагов, а также создали множество наскальных рисунков. Впервые общественность узнала о статуях около века назад, когда в 1911 году немецкий антрополог Конрад Преус проводил свою археологическую экспедицию в Колумбии. После нескольких лет работы в Латинской Америке Конрад вернулся в Германию, взяв с собой 35 статуй, которые были отправлены в один из немецких музеев в качестве экспонатов. По данным исследований, народность, проживавшая в Сан-Августин, была атакована неизвестными захватчиками и была вынуждена покинуть свои земли и укрыться в регионах Амазонки и Оренока. По оценкам ученых, исчезновение этой высокоразвитой цивилизации произошло между 1300 и 1400 годами нашей эры. Качество изготовления каменных статуй, саркофагов и гробниц позволяет утверждать, что цивилизация, создавшая их, находилась на очень высоком уровне развития и выражала свои религиозные и магические верования с помощью скульптуры. Что касается предназначения каменных изваяний, то ни археология, ни местный фольклор так и не смогли установить, с какой целью они были созданы и кого именно представляют. 7. Вентиляционные шахты в пирамиде Хеопса. Зачем их сделали? О том, что в Великой пирамиде, пирамиде Хеопса, есть вентиляционные шахты, было известно еще в XIX веке. Тогда археологи обнаружили их в камере царя. Это было сделать несложно. Шахты были открыты, и через них проходили потоки воздуха, поэтому, собственно, эти туннели и назвали вентиляционными. Но на самом деле, как считают многие ученые, эти шахты были сделаны совсем для другого. Для чего именно, попробуем сейчас разобраться. Итак, о шахтах в камере царя знали давно. Но в 20 веке было обнаружено, что аналогичные полости есть и в камере царицы, и они идут куда-то наверх. По ним сквозняк не гулял, из чего был сделан вывод, что шахты в камере царицы закупорены. Снизу они точно были закрыты камнем. О их существовании догадались лишь, зная, что шахты есть в камере царя. Серьезные исследования начались в 90-х годах прошлого века. Существенный вклад в них сделал человек по фамилии Гантенбринг. Немецкий инженер и специалист в области робототехники подготовил робота Упуаута, которого направили в шахты, чтобы он там все исследовал. На роботе была закреплена камера. Она все фиксировала. Кстати, Упуаут можно перевести как «открыватель путей». Было в Древнем Египте такое божество, которое помогало караванам и прочим странствующим. Ученые планировали открыть путь через вентиляционные шахты в камере царицы. Упуаут, к сожалению, был довольно большим. На одном из участков он застрял. Надо сказать, что шахта имеет срез всего около 23 сантиметров, тесное пространство. Гантенбринг решил сделать паузу в исследованиях и создать нового робота Упуаута-2. Это у него прекрасно получилось.
Робот далеко прошел по шахте и уперся в дверь, заглушку с 2 ручками. К сожалению, дальше он пробраться не мог. Пришлось делать нового робота, но уже гораздо позже. Исследования продолжились в 2002 году. Новый робот, у которого гусеницы были и сверху, и снизу, легко добрался до двери, сделал в ней отверстие и просунул туда микроскопическую камеру. Оказалось, что за дверью находится еще одна дверь. Исследование опять было решено приостановить. Обещали все возобновить в 2003 году, потом в 2005, далее в 2007. Но ничего не происходило, и, наконец, в 2011 году робот был полностью оснащен и комнату исследовали, обнаружив много иероглифов, смысл которых неизвестен по сей день. Но самое главное, с обратной стороны обнаружили петли, а значит, дверь открывали и закрывали. Но кто мог пройти по ходу в 23 сантиметра? Кстати, еще один интересный вопрос. Почему тянули время? Есть версия, что археологи так себя вели из-за маркетинговых соображений. Якобы загадка, о которой везде писали, привлекала все больше и больше туристов. Но возможно, что дело было совсем в другом. Ученые боялись вскрывать дверцу. Они опасались разгневать фараона. Впрочем, к этой версии тоже можно относиться несерьезно. Давайте попробуем определиться с тем, для чего в пирамиде были сооружены шахты. То, что не для вентиляции, это понятно. Во-первых, шахты, идущие из камеры царицы, были закупорены. Процесса вентиляции не осуществлялось на протяжении тысяч лет. Во-вторых, разумнее было сделать горизонтальные вентиляционные шахты, а не идущие вверх. Была версия, что через указанные отверстия убирался мусор, подавалась еда. Но это тоже что-то очень странное. Самая популярная сейчас теория – шахты были сделаны для того, чтобы душа фараона спокойно отлетела в мир иной. У этой версии тоже много критиков. Но мы не знаем, что по этому поводу думали древние египтяне. Поэтому критиковать теорию довольно сложно. Возможно, что шахты использовались как-то еще. Археологи еще бьются над тайной. 8. Возле пирамид Гизы обнаружили загадочное строение под землей. Археологи нашли неизвестную структуру вблизи пирамид Гизы. Не исключено, что дальнейшие исследования обнаружат новую гробницу, закопанную глубоко под землей. Комплекс пирамид на плато Гиза находится примерно в 25 километрах к юго-западу от центра Каира. Принято считать, что постройки были созданы в Древнем царстве Древнего Египта во время правления IV-VI династий, в 28-23 веках до нашей эры. Комплекс состоит из пирамиды Хуфу, известной также как Великая пирамида и пирамида Хеопса, чуть меньшей пирамиды Хафры и относительно скромных размеров пирамиды Менкаура, а также ряда менее крупных пирамид-спутников и скоплений гробниц. Ученые обнаружили загадочную постройку с помощью комбинации георадара и томографии электрического сопротивления во время обследования западного кладбища. Западное кладбище расположено к западу от Великой пирамиды и разделено на небольшие районы, состоящие из линейных рядов мастаб и подземных сооружений. Мастабы служили погребальными сооружениями для царской семьи и высокопоставленных офицеров. По словам исследователей, к югу от мастабы G4000 на 2-метровой глубине находится сооружение L-образной формы. Судя по всему, строение заполнено песком. Вполне возможно, что оно служило входным туннелем в более глубокую постройку. Версия подтверждается обнаружением аномалий на глубине 3,5–11 метров под L-образным сооружением. Ученые считают, что структура, вызывающая аномалии, может быть вертикальными стенами из известняка или шахтами, ведущими к гробнице. Дальнейшие раскопки должны показать, что скрывается под загадочной постройкой, занесенной песком. 9. 5500-летняя звездная карта шумеров помогла ученым узнать о древней катастрофе. Планисфера, так называется эта клинописная табличка шумеров, которая сейчас хранится в Британском музее.
Это одно из самых ранних известных астрономических свидетельств возрастом в 5500 лет. Ученым удалось расшифровать эту карту, оставленную нам древними шумерами. А заодно карта помогла решить загадку странного оползня в Австрии, над которой ученые бились 150 лет. Речь идет об оползне Кёфельса. Гигантский оползень достигает в толщину 500 метров и в диаметре 5 километров. Его природа долгое время оставалась загадкой. Но интересен он не только размерами. Дело в том, что на месте оползня находят особый минерал – кёфельсит. Чем-то похож на пемзу по структуре. Подобный минерал мог быть образован расплавленными породами при воздействии высокой температуры. Ученые полагали, что оползень был вызван падением метеорита. Но доказать это не получалось, ведь кратер, невзирая на все поиски, найти так и не удавалось. И тут ученым пришел на помощь древний астроном, тщательно описавший это событие. Ученые реконструировали карту, и оказалось, что на табличке воспроизведены события в звездном небе перед рассветом. Удалось установить с точностью до даты 29 июня 3123 года до нашей эры. Также тут описано движение объекта, который прилетел к нам из космоса. Астрономы точно отметили его траекторию относительно звезд, что согласуется с ударом в Кёфельсе. Это было катастрофическое событие – падение метеорита. Остается только радоваться, что он упал так удачно, иначе мог бы положить конец первой цивилизации на планете. Упавший метеорит в диаметре превышал 1 километр. Для сравнения, диаметр метеорита, уничтожившего динозавров, составлял около 15 километров. Угол падения был очень низким. Астероид взорвался до того, как столкнулся с Землей. В противном случае разрушения могли бы быть и куда серьезнее. Когда он прокатился по долине, то уже был в виде огненного шара. Столкнулся со скалой, что раздробило ее и вызвало оползень. Так как эта масса уже не была твердой, это объясняет, почему не был найден кратер. 10. И подтвердил одну из гипотез о происхождении Туринской плащаницы. Инженер-химик Томас Маковой из Университета Мэриленда предложил необычное объяснение происхождения загадочного отпечатка на Туринской плащанице. Он утверждает, что изображение возникло не из-за крови, краски или естественного разложения, а под действием мощного радиоактивного импульса. Для анализа архивных фотографий реликвии, сделанных в видимом и ультрафиолетовом спектрах, Маковой использовал ИИ. Он пришел к выводу, что характерное тусклое изображение тела лучше всего соответствует воздействию излучения. По словам автора, излучение – единственный известный механизм, способный создать как специфические оттенки серого, так и скрытую трехмерную информацию, не проникая глубже микрометров льняного волокна. Маковой предлагает прямые испытания самой ткани для определения типа излучения. Эта идея не нова. Еще в 1976 году специалисты, использовавшие анализатор фотографий НАСА, выдвигали радиационную гипотезу. В прошлом году итальянские исследователи, подтверждая подлинность плащаницы, также предположили, что отпечаток оставлен излучением. Они связали это с мощным землетрясением около 8,2 баллов в Иерусалиме 33 года нашей эры. По их версии, нейтроны, высвободившиеся при разрушении пород, взаимодействовали с азотом в ткани, создав изображение. А сейчас я хочу попросить о минуте вашего внимания, касающейся организационных вопросов на нашем канале КИФ. Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Также прошу вас подписаться на наш телеграм-канал, ссылка на него размещена в шапке главной страницы. Из него вы всегда оперативно узнаете о выходе новых видео, и только там мы регулярно публикуем материалы, которые никогда не будут размещены на YouTube из-за жестких правил площадки. Эти два пункта очень важны для развития канала, и прошу вас прислушаться к моей просьбе. Обращаю ваше внимание, что, как и всегда,
В конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. В заключении этого видео мы разместим самые интересные, популярные, полезные и остроумные комментарии, которые зрители оставляли к предыдущему нашему ролику, а также список наших спонсоров. А теперь продолжаем. 11. Рядом с замком короля Артура найден вероятный череп единорога. Турист из Канады приехал в Корнуолл и в долине Святого Нектона, недалеко от замка Тинтагель, который связан с легендами о короле Артуре, он случайно нашел торчащий из скал среди мха странный предмет. По словам мужчины, в итоге он вытащил из земли череп единорога, верхнюю часть черепной коробки некоего животного, с торчащим из лба единственным рогом, пока исследователи не пришли к окончательному выводу, чем является череп, найденный туристом. Одни считают, что он принадлежал некоему животному с генетическими отклонениями, а другие называют его обычной мистификацией. 12. В Египте найдена древнейшая гравюра с изображением протофараона. Археологи обнаружили древнейшую гравюру с изображением возможного протофараона возле Асуана в Египте. Найденное в долине Нижнего Нила каменное изображение датируется началом IV тысячелетия до нашей эры и представляет собой рельеф с 5 фигурами, тянущими лодку. В начале композиции располагается персонаж с характерной удлиненной челюстью, напоминающей бороду. Личность изображенного на скале правителя остается загадкой, надписи с именем рядом нет. Но сама композиция, качество исполнения и символика указывают, это, скорее всего, предшественник фараонов. 13. Знаки Родопских гор, что написано в таинственной ситовской надписи в пещере. По всей видимости, ни одна из загадок, которые встречались на пути исследователей Родопских гор, не была настолько неразрешимой. В мае 1928 года местные жители недалеко от села Ситово, Болгария, случайно нашли выдолбленную в скале пещеру. Она находилась вблизи древнего поселения Шутград. Немного подумав, местные решили, что где-то рядом должны быть спрятаны сокровища. Вскоре возникла настоящая золотая лихорадка. Когда слухи об этой находке дошли до города Пловдив, Александр Пеев, секретарь городского археологического общества, решил снарядить в горы экспедицию. Исследователи установили, что на южной стороне пещеры находилась гладкая полоса, отшлифованная людьми, шириной до 30 сантиметров и длиной более 2,5 метров. На ней были нанесены какие-то загадочные знаки. Такая же надпись была и на восточной стене пещеры, представлявшей собой большой каменный блок. Александр Пеев хотел разгадать тайну этих надписей и расшифровать их. В 1939 году в село Ситово пригласили Гёза Фехера, венгерского профессора и знаменитость тех лет. После осмотра символов на скале он только развел руками. Когда Гёз Фехер узнал у Александра Пеева, что нигде в мире нет подобных надписей, тогда еще не знали о знаках в Софийском соборе, он сказал, что завидует тому ученому, который сможет хоть немного приблизиться к разгадке этой тайны. В течение многих следующих лет Александр Пеев был чуть ли не единственным исследователем, который работал над расшифровкой ситовских надписей. Но его попытки не увенчались успехом. Ему оставалось только смириться с мнением тех ученых, которые думали, что о символах ничего определенного сказать нельзя. Возможно, это автограф фракийцев или древних славян. А возможно, надпись является чем-то бессмысленным, что не имеет к письменности никакого отношения. Примерная расшифровка надписей. Расшифровать ситовскую надпись удалось только через несколько десятилетий и благодаря огромным усилиям. Ее содержание в вольном переводе можно озвучить так. В 6050 году, соответствует 542 году нашей эры, учил язык и старинные буквы писать князь Елакий из Весланида. Конечно, это только примерная расшифровка содержания.
Она все еще нуждается в корректировке специалистов. Наиболее важным моментом в расшифровке надписи является то, что ученые теперь точно знают о существовании письменности у древних славян еще в VI веке до нашей эры. В качестве основы этой письменности выступал греческий алфавит, но он был сильно видоизменен и адаптирован к местным условиям письма. Благодаря наличию точной даты ученым в дальнейшем будет проще изучать и расшифровывать другие аналогичные находки, если они обнаружатся. Есть вероятность, что у древних славян письменность постепенно видоизменялась. Например, надписи в Софийском соборе в Константинополе выполнены более простыми знаками. Считается, что они старше, но относятся к близкой к ситовской письменности. Почему исследователей волнуют голоса тех, кто жил много веков назад? На этот вопрос довольно сложно ответить однозначно. Прошлое всегда волновало ум и воображение человечества. С каждой новой находкой люди все больше узнают самих себя. Однако, какое бы значение ни скрывалось за древними знаками на скале, современные ученые отложили эту загадку в сторону. 14. Сигирия в Шри-Ланке – загадочная крепость на вершине мира. В наши дни путешествия по всему миру и посещение уникальных мест стали обыденным явлением для многих. Перед туристами, впервые посещающими Шри-Ланку, островное государство – расположенная к юго-востоку от Индии и известная многим под устаревшим названием Цейлон, стоит выбор, что посмотреть в этой стране. А посмотреть здесь действительно есть что. Шри-Ланка – очень необычная и загадочная страна. Удивительно красивая природа, многообразный животный мир, чистые пляжи, водопады, заповедники, древние города, храмы, монастыри. Горы, джунгли, чайные плантации и многое, многое другое. Но сегодня хочется остановиться на одном из самых уникальных и грандиозных сооружений первого тысячелетия – это Сигирия или Львиная скала. Это делает его обязательным для посещения всеми, кто интересуется историей и впечатлен древними постройками. С 1982 года это место-памятник мирового наследия ЮНЕСКО. Сигирия – это сравнительно небольшая скала высотой примерно 170 метров, возвышающаяся над окружающим равнинным ландшафтом. Она расположена в самом сердце Шри-Ланки. В V веке король Кассапа, годы правления с 473 по 495 нашей эры, решил построить на вершине этой горы крепость, которую из-за ее расположения было практически невозможно завоевать. Тут же находились и палаты короля. Крепость окружали со всех сторон рвы с водой. Особую красоту придавали обширные красивые сады, в которых были установлены первые в мире фонтаны, функционирующие и сегодня. В пещерах этой скалы находился храм буддистов. Одной из главных достопримечательностей этого комплекса является огромная скульптура фигуры льва. Она выдолблена непосредственно в скале. От огромной фигуры льва, высеченной на скале и служившей входом в замок, сохранились только его лапы. Однако на поверхности скалы до сих пор можно увидеть любопытные стихотворные надписи, оставленные посетителями Сигирии, начиная с 8 столетия. Отдельно стоит упомянуть о настенных росписях Сигирии. Когда крепость была обнаружена европейцами в начале прошлого века, в 1907 году, британцем Джоном Стилем, он ее описал как огромный зал с изображениями. Он говорил о зеркальной комнате, которая ранее была облицована фарфором и украшена фресками, протянувшимися на 140 метров в длину и 40 метров в высоту. Полуобнаженные женщины, изображенные на этих фресках, были наложницами царя. Изображение женщин, наложниц – излюбленная тема местной стенописи. До нашего времени искусство Львиной скалы дошло не в таком количестве, но некоторые картины все же сохранились. По состоянию на сегодняшний день из общего числа изображений наложниц осталось лишь 17 фресок. Все это вызывает удивление и восхищение, но также ставит много вопросов.
на которые нет ответов, одни гипотезы и предположения. Вот некоторые. Сигирия – это потрясающее архитектурное творение. Дворец является настоящим шедевром инженерного и архитектурного искусства. Однако самое удивительное – это то, как такой объем работы мог быть выполнен в столь сложно доступном месте, на такой высоте и за короткое время. Одна из многих тайн Сигирии – это углубления прямоугольной формы, высеченные в скале. Их так много, что кажется, будто все плато покрыты ими. Масштабы проделанной работы впечатляют. Есть предположение, что эти углубления создали монахи для облегчения передвижения по гладким камням, однако четкого подтверждения этой теории нет. Есть также мнение, что эти отверстия были сделаны с помощью какого-то технического устройства, способного делать камень пластичным, как полигональная кладка инков. Но, скорее всего, это результат усердного труда множества мотивированных людей. В Сигирии обнаружено огромное количество кирпича, которого хватило бы на строительство целого микрорайона. Это еще одна неразгаданная загадка данного комплекса. Как кирпич подняли на 200-метровую высоту? Использовали системы блоков? Сегодня туристам с большим трудом удается преодолеть долгий и тяжелый подъем по современной лестнице. Поражают и ошеломляют бассейны, полностью выдолбленные в массиве скалы. Как и чем древние строители обрабатывали гранит? Сколько на это ушло времени? На эти вопросы еще предстоит ответить ученым и реконструкторам древних технологий. Всем, кто любит историю и древние памятники, необходимо побывать здесь и обязательно посетить Сигирию. Это, пожалуй, 8-е чудо света. 15. Мегалиты Баальбека. На протяжении всей истории нашей планеты и развития человечества остается множество неразгаданных тайн и загадок, включая сложные древние постройки, возведенные из огромных камней весом в сотни тонн и построенные неизвестными создателями. Стоит вопрос, кто, когда и, главное, какими методами это делал. Одни считают, что у древних людей была какая-то необыкновенная технология. Есть даже гипотезы о существовании в далеком прошлом особенных, высокотехнологичных людей. Но если отбросить гипотезы почитателей альтернативной истории и попытаться понять, как строили такие грандиозные сооружения, завесу тайны можно попытаться приоткрыть и сделать какие-то рациональные предположения. Среди множества нераскрытых загадок прошлого, древний город Баальбек в Ливане и его храмовый комплекс занимают особое место. Когда-то этот город был крупным и важным центром, одним из религиозных и культурных столпов древности, а его величественные храмы считались жемчужинами античного мира. Сегодня Баальбек представляет собой печальное зрелище разрушенных каменных зданий и сооружений. Но даже остатки полуразрушенного комплекса удивляют своими размерами, грандиозностью построек, восхищают и ставят много вопросов. В Баальбеке сохранились 3 основных храма – Юпитера, Бахуса и недостроенный храм Венеры. Храм Венеры расположен чуть в стороне от 2 других и узнаваем по своей конструкции, напоминающей морскую раковину. Существует предположение, что на месте этих храмов когда-то находился храм, посвященный музам. Одной из самых интересных частей комплекса является мегалитический фундамент храма Юпитера, которую еще называют Баальбекской террасой или верандой. Это место, где находятся 3 самых больших камня в форме блоков, мегалитов. Эти блоки иначе называют трилитонами, их размеры – 20 метров длиной, около 5 метров шириной и 4 метра в высоту. Вес каждого мегалита – от 800 до 1000 тонн. Они являются подпорной частью для стены храма. Но самый крупный, почти обработанный каменный блок – южный камень или беременный камень. Он до конца так и не отделен от скальной породы, найден в каменоломне в километре от храмового комплекса. Вес монолита составляет более 1200 тонн. Также от храма Юпитера осталось всего лишь 6 колонн высотой более 22 метров, и они производят очень сильное впечатление.
Стены веранды выложены из 9 ярусов цельных каменных блоков меньших размеров. Каждый блок имеет размеры от 9 до 11 метров в длину, около 5 метров в высоту и более 3 метров в ширину. Блоки весят от 250 до 400 тонн. Блоки подогнаны идеально без зазоров, нет и связывающего раствора между ними. Грани обработаны с высокой точностью, а кое-где стыковые поверхности даже отполированы. На поверхности блоков видны следы обработки камней в виде неглубоких бороздок. Естественно, у туристов и путешественников, посещающих Баальбек, сразу возникает первый вопрос: как и с помощью чего блоки таких размеров и массы поднимались из карьеров, обрабатывались, перемещались, устанавливались с такой точностью на большую высоту? На сегодня нет источников, говорящих о методах строительства в Баальбеке, только гипотезы. Но факт остается фактом. Баальбекский храмовый комплекс был создан во времена Римской империи примерно в 16 году до нашей эры, возможно, на более раннем фундаменте, и отнесен к чудесам света того времени. История показывает немало примеров работы древних людей с мегалитами, например, пирамиды Майя, знаменитый Стоунхендж, пирамиды в Древнем Египте, там, правда, блоки массой по 2 тонны и многие другие. Изначально из скальной породы извлекался блок с помощью забиваемых клиньев, зубил, отесывался, полировался и с помощью системы рычагов, домкратов, катков доставлялся к месту укладки, затем с помощью блоков, воротов поднимался на необходимую высоту и устанавливался. Использовались медные и бронзовые инструменты, вода и песок. Да, работа очень тяжелая, сложная, требует времени, слаженного приложения сил, точности и терпения. Но она продолжалась не день, не месяц, а годы и десятилетия. Принцип перемещения и установки крупных мегалитов у древних позаимствовали и русские строители. В 1834 году в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади установили гранитную Александровскую колонну. Архитектор Агюст Монферран. Ее вес целых 600 тонн. Установленная с помощью лебедок с барабанами, полиспастов, веревок и сосновых бревен в качестве рычагов, катков. При работе задействовано около 2500 человек. Уверенно стоит за счет собственного веса и шлифованного основания. Также вызывает восхищение перемещение и установка пьедестала под памятник Петру I в том же Санкт-Петербурге, но ранее, в 1772 году. Первоначальный вес гром камня, основание для памятника, около 2000 тонн. Он перемещался по суше более 7 километров и по воде около 17. Использовалась деревянная платформа, которая перекатывалась по 2 параллельным желобам с уложенными шарами из сплава на основе меди. Также применялись рычаги, домкраты. Некоторые утверждают, что такие тяжелые камни, как 800-тонные монолитные глыбы Баальбека, невозможно поднять и с помощью современных кранов. Это не совсем верно. Боб МакГрейн, технический директор компании Baldwin's Industrial Services, одной из ведущих британских компаний по сдаче кранов в аренду, подтвердил, что имеются некоторые типы передвижных кранов, при помощи которых можно поднять 1000-тонный камень и установить его на кладку высотой в 7 метров. Компания Baldwin's располагает поворотными кранами грузоподъемностью в 1200 тонн, марки Готвальд АК-912, а в других компаниях имеются краны, способные поднять груз и в 2000 тонн. К сожалению, эти краны не могут передвигаться с таким тяжелым грузом. Каким же образом мы могли бы перевести южный камень на место строительства? Инженеры компании Baldwin's предложили 2 варианта. Первый – воспользоваться 1000-тонным краном, поставленным на гусеницы. Недостаток этого способа в том, что для него требуются предварительные трудоемкие земляные работы, чтобы построить для движения крана прочную, ровную дорогу. Другой вариант – вместо крана воспользоваться несколькими модульными гидравлическими трейлерами, которые можно соединить в платформу для перевозки тяжелых грузов.
Эти трейлеры поднимают и опускают груз при помощи встроенных в их подвеску гидравлических цилиндров. Чтобы поднять камень в карьере, нужно завести трейлер в отверстие, вырезанное в нижней части каменного блока. Камень может быть окончательно установлен на стене на высоте 6 метров с помощью земляной насыпи. Но в отношении способов, предлагаемых компанией Baldwins, имеется, конечно, одна небольшая загвоздка, когда строился Баальбек. Об этих технических методах 20 века, разумеется, никто и помышлять не мог. Ну а что получается, если мы все же вернемся к гипотезе о методах без применения современной технологии? Обычно высказывается предположение, что мегалитические каменные глыбы перемещались при помощи деревянных катков. Но современные эксперименты показали, что такие катки разрушаются даже под тяжестью значительно меньшей, чем 800 тонн. И если даже можно было бы воспользоваться таким способом, то, по проведенным подсчетам, для перемещения южного камня потребовались бы совместные усилия 40 тысяч человек. Остается совершенно недоказанным, что 800-тонные каменные глыбы можно было передвигать таким примитивным способом. Другим слабым местом традиционной интерпретации является вопрос, зачем строителям нужно было возиться с такими тяжестями, если гораздо проще было разбить гигантский монолит на несколько блоков меньшего размера. По мнению инженеров-строителей, использование в трилитоне таких огромных каменных блоков очень опасное дело, так как любая вертикальная трещина в камне могла бы привести к серьезному ослаблению всей конструкции. И напротив, такой же дефект в меньших блоках никак бы не отразился на прочности всей конструкции, поэтому вообще нет никакого смысла в том, чтобы пытаться представить себе, как десятки тысяч человек силятся сдвинуть и поднять 800-тонные глыбы. Как же в таком случае мы сможем выйти из тупика и что можно было бы предположить относительно намерений строителей Баальбека? Какие бы теории строительства ни существовали, этот комплекс до сих пор поражает и восхищает людей, посетивших Ливан. Как мы считаем, в вопросе транспортировки гигантских каменных блоков больше вопросов, чем ответов. Некоторые исследователи считают, что не следует ставить знак равенства между религиозными сооружениями и их фундаментами, а авторами фундамента могли быть инопланетяне или исчезнувшая цивилизация. А что про мегалиты Баальбека думаете вы? На этом я бы хотел закончить это видео с 15 неразгаданными тайнами мира, которые вы узнали впервые. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца предлагаю узнать бонусный факт. Таинственная мумия из Перу. Мумия, изображенная на фото, хранится сейчас в антропологическом музее в Перу и принадлежит, судя по всему, не человеку. Череп, высотой 50 сантиметров, просто огромный относительно размеров тела, да еще и вытянут вверх. Можно было бы предположить, что скелет принадлежит человеческому ребенку, вот только зубы как у взрослого. А еще у него довольно странные клыки, явно отличающиеся от человеческих. В правой глазнице сохранились останки глазного яблока. Ученые много раз брали образцы для проведения анализа ДНК. А знаете, какие результаты? А никаких. Их просто не публикуют. Интересно, почему? Вот такими у нас получились 15 неразгаданных тайн мира, которые вы узнаете впервые. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике, предлагайте темы, которые вы хотели бы услышать в новых видео. Все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех зрителей, поддержавших наш канал материально в это непростое время. Их имена вы можете увидеть на экране вашего устройства прямо сейчас и в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал Книги, Истории, Факты, поставить лайк, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится.
Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии, лайки и то, что вы делитесь нашими видео в самых разных социальных сетях и мессенджерах, помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые нами усилия не напрасны.